Всем привет! Недавно мы сняли видео о коронавирусе в Турции. Нам до сих пор поступает много вопросов, что происходит именно сейчас, какие новости, какие изменения. Поэтому мы решили записать еще одно видео, чтобы рассказать актуальную информацию, показать, что изменилось, что сейчас принято, какие меры, как борются, что вообще происходит. Вся информация актуальна на тот момент, когда мы выложим это видео. Если вас что-то интересует, мы обязательно ответим в комментариях или можете писать нам в соцсетях. Мы всегда всем отвечаем. На данный момент в Турции выявили около 45 тысяч случаев заражения коронавирусом. Ежедневно врачи проводят порядка 30 тысяч тестов. Все жители Турции и иностранцы могут пройти бесплатную проверку в госбольницах. Мы следим за твиттером министра здравоохранения. Он честно рассказывает о цифрах и новых мерах борьбы с коронавирусом. Радует, что люди все чаще выздоравливают, а смертность постепенно снижается. В Турции активно строят больницы с одноместными палатами, чтобы обеспечить полную изоляцию максимального числа зараженных. Ученые трудятся над вакциной, а врачи лечат больных по опыту китайских медиков. Паники по-прежнему нет. Мы чувствуем себя под защитой и соблюдаем самоизоляцию. Передвижной продуктовый рынок по-прежнему работает. Но теперь, чтобы на него ходить, нужно обязательно надеть маску. Это контролирует полиция. По общественным местам ходим редко, а аптеки не по пути, поэтому делаем маски сами, по мере необходимости. Посмотрите, мы знаем, что в России их многим не хватает. Если вам нужно в магазин, а маски нет, сделайте ее из бумажного платочка и 2 канцелярских резинок. Если хотите более плотный вариант, сложите 2 платочка. А усы я всегда рисую, чтобы прохожие чаще улыбались в это неспокойное время. За счет резинок маска прилегает плотно, и выбросить ее потом будет не жалко. Эрдоган гарантировал, что Турция обеспечит себя всем необходимым. Дефицита масок, перчаток, антисептиков и лекарств не будет. Это не пустые слова. В Турции действительно все есть. Еженедельный рынок приезжает к нам по средам. Он полностью безопасен. Палатки стоят на удалении друг от друга. Жандармы патрулируют проход и следят за выполнением правил. Продавцы и покупатели пользуются перчатками или антисептиками. Вещевой рынок не приезжает уже давно. Сейчас продают только самое необходимое – овощи, фрукты, зелень. Говорят, в России подорожали лимоны. Это правда? У нас по-прежнему стоит 7-8 лир за килограмм. В магазинах тоже нет дефицита, цены не поднимаются, а санитарная обработка стала еще серьезнее. Чувствуется, что спиртом протирают даже полки. Все фрукты и овощи заранее расфасованы по пакетам. Еще в Турции запретили продавать хлеб без упаковок. Полиция помогает пожилым, которым запрещено выходить из дома. Ходят для них за продуктами и в аптеки. В крупных городах Турции рядом с магазинами поставили стенды, в которые складывают продукты. Там написано, что ты можешь либо что-то положить, либо что-то взять, если тебе это нужно. Это все делают, чтобы люди чувствовали себя спокойно, что им всегда помогут. Еще малоимущим гражданам выдают и доставляют продуктовые пайки. Для остальных многие магазины и кафе сделали бесплатную доставку еды. Глав всех провинций обязали проследить за благополучием бездомных животных. За ними и так всегда ухаживают, но теперь обрабатывают их домики, кормушки и следят, чтобы никто не нуждался в еде. Так что в Турции все накормлены и находятся в безопасности, и люди, и звери. Еще одно нововведение – запрет покидать дома лицам до 20 лет, так что на строгом карантине не только группа риска, но и те, кто чаще всего является переносчиком вируса.
Турция сама обеспечивает себя масками. Всем гражданам их выдают бесплатно. На днях мэр Аланьи вышел на рынок и просто раздавал людям маски. Он сам был в защите, и каждому, кто подходил, он выдавал маску и антисептик бесплатно. А еще граждане Турции могут получить маски по почте. Им нужно заполнить простую форму, и раз в неделю им будут присылать по 5 масок. Просто так, бесплатно. Мэр Аланьи сказал, что на днях в провинцию поступит еще 200 тысяч масок. Любой желающий сможет получить их в местах общего пользования, на рынках, автобусных остановках. Маски есть и в аптеках, но на днях Эрдоган сказал, что они должны быть доступны каждому, поэтому скоро их будут раздавать бесплатно, а за продажу штрафовать. Сейчас все спрашивают, когда откроется Турция для туристов. Прошел слух, что сезон перенесли на конец мая. На самом деле, многие отели готовы принимать туристов сразу после карантина. Так что туристический сезон начнется сразу, как только Турция откроет границы, а власти дадут разрешение. Но это зависит и от других стран. Россияне полетят в Турцию, когда Россия откроет границу. Сейчас выходить на набережные и пляжи по-прежнему запрещено. Нарушители получат штраф 3150 лир. В Турции ничего не забросили. Вот наш жилой комплекс. Посмотрите, неизвестно, когда в бассейне будет кто-то купаться, но его постоянно чистят. И так везде. Сейчас по всей Турции закрыты парки. Взгляните, как опрятно они выглядят. Газон пострижен, высажены цветы. В Турции обо всем заботятся по-прежнему, только санитарной обработки стало больше. Дороги и общественные зоны постоянно дезинфицируют, моют до блеска. Причем не только в общественных местах, а вообще повсюду. Турция очень ответственно подошла к борьбе с коронавирусом. На днях в Аланье открыли дезинфицирующий тоннель. За 1 минуту он может провести санитарную обработку 12 человек. Наряду со всеми им пользуется и мэр. Он вообще человек народный, как вы уже могли догадаться. Его тут все любят. Антисептики сейчас есть в каждом общественном месте. Магазины, рынки, почта, где угодно. На входе в наш жилой комплекс тоже повесили санитайзер. Свой можно не покупать. Нам даже лифт и дверную ручку ежедневно полируют антисептиками. К карантину все подошли серьезно. И власти, и служащие, и граждане. Турция оперативно закрыла авиасообщения и ограничила передвижение внутри страны. По Анталии сейчас ездить можно, но за пределы провинции без специального пропуска уже не попасть. На днях прочитали новость о дедушке, который живет один и на свой страх нарушил предписание. Он вышел во двор, чтобы вспахать поле. Живет один и боялся остаться без урожая. Его заметил патруль. Жандармы имели право выписать старику штраф, но вместо этого отправили дедушку домой и сами вспахали 10 гектаров земли. Попросили больше не нарушать правила и всегда обращаться за помощью. Мы уверены, что это не единственный случай, когда люди в Турции делают больше, чем должны, потому что им не все равно. Людей с диагнозом коронавируса в Турции госпитализируют и лечат бесплатно. Это не зависит от того, есть ли у человека турецкое гражданство, ВНЖ или страховка. Власти пообещали наказать всех, кто спекулирует на фоне пандемии. Поэтому завышенных цен на маски, антисептики и товары первой необходимости в Турции нет. Более того, уже 2-й раз за месяц в Турции снизили цены на бензин, а еще помогают каждому, кто в этом нуждается. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, в Турции никто не унывает, а людей всячески поддерживают и подбадривают. Посмотрите, как красиво сейчас во дворе нашего комплекса. Каждый день работники занимаются не только санитарной обработкой, но и стригут газон, высаживают цветы. Развлечения по-прежнему закрыты. Эти правила действуют без исключений. Но местные жители верят, что скоро все наладится, а благодаря цветам в воздухе пахнет не только антисептиками, а еще и весной. И люди чаще улыбаются.
Мы, как и большинство жителей Турции, выбрали добровольную самоизоляцию. Выходим с территории комплекса только по необходимости. Власти Турции создали фонд на борьбу с коронавирусом. Первым внес вклад Эрдоган. Президент пожертвовал в него свою зарплату за 7 месяцев. Отсюда уверенность людей в завтрашнем дне. Поддержите нас лайком и обязательно подпишитесь на канал, чтобы путешествовать вместе с нами.